Российский серийный насильник, педофил и убийца Игорь Иртышов. Самый страшный маньяк Петербурга охотился на школьников. В 90-е он наводил ужас на горожан. Меньше чем за год он напал на 9 мальчиков. Маньяку вынесли смертный приговор. Однако в итоге он избежал расстрела. В современной России ежегодно пропадает без вести около 20 тысяч человек, в том числе детей. Их не находят. Послушайте документальный рассказ о питерском извращенце, чтобы знать психологический портрет преступника. Возможно, когда-нибудь это поможет спасти чью-нибудь жизнь. Игорь Иртышов родился 17 августа 1971 года на хуторе Красный в Краснодарском крае. Семья была неблагополучной, родители Игоря страдали хроническим алкоголизмом. Мать Иртышова пила даже во время беременности, а потому мальчик родился и рос слабым и болезненным. Дворовые ребята часто издевались над Иртышовым, и он плакал и бегал жаловаться на обидчиков матери. Когда Игорю было около 7 лет, его отец ушел из семьи, а 3 года спустя мальчик попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму, которая повлияла на его умственное развитие. Диагноз врачей был неутешительным – олигофрения в степени умеренной дебильности. Путь в обычную школу Иртышову был закрыт, мать отдала его в интернат для умственно отсталых и перестала интересоваться судьбой сына. В интернате Игорь страдал от побоев и издевательств старших воспитанников. Дать им сдачи он не мог из-за субтильного телосложения, а обидчики начали его подпаивать и после очередной попойки изнасиловали, еще больше повредив и без того нездоровую психику Иртышова. После выпускного он поступил в ПТУ и учился на столяра, но по профессии трудился совсем недолго. Игорь успел поработать дояром, уборщиком и поваром, пока мечты о красивой жизни не привели его в Москву. Найти нормальную работу в столице Иртышов так и не смог, а потому перебивался случайными заработками и часто голодал. Все изменилось, когда в начале 90-х Иртышов познакомился с гомосексуалистом, который работал проводником. Новый знакомый предложил Игорю перебраться к нему в Санкт-Петербург и помог устроиться посудомойщиком в кафе «Пегас». Но отношения продлились недолго. После расставания Иртышов переехал в поселок Металлострой под Петербургом. Некоторое время спустя Игорь поднялся по карьерной лестнице, став официантом. Правда, друзей среди коллег у него не было, все сторонились истеричного, злопамятного, но при этом крайне трусливого Иртышова. Он регулярно закатывал скандалы из-за неосторожного слова в его адрес или косого взгляда. Кафе «Пегас», где работал скандалист, было излюбленным местом отдыха петербургских гомосексуалистов. Иртышов часто получал от посетителей предложения продолжить знакомство в более интимной обстановке, причем за деньги. Так он начал заниматься проституцией. Для привлечения клиентов Иртышов начал стильно одеваться, обесцветил волосы и сделал модную стрижку каре. Он надеялся, что среди его клиентов появятся женщины, но они не часто обращали на него внимание. В основном услугами Игоря пользовались мужчины, склонные к БДСМ. Уже на следствии он будет утверждать, что не раз становился жертвой жестоких пыток со стороны клиентов, уголовников и кавказцев. Однако, по другим данным, именно Иртышов истязал своих клиентов в роли властного господина, притом к обоюдному удовольствию. Как бы то ни было, проституция приносила ему неплохой доход, но со временем ролевые игры перестали удовлетворять садистские наклонности молодого человека. В 1993 году внимание Иртышова стали привлекать мальчики, исключительно щуплые и слабые, которые не могли дать ему сдачи. На первое преступление Игорь решился в декабре 1993-го. Однажды, гуляя по Сосновому парку, он заметил 3 школьников 10 и 11 лет. Вместе они шли с тренировки домой. Понаблюдав за мальчиками некоторое время, Иртышов убедился, что рядом нет взрослых, достал нож и пошел за троицей. Увидев незнакомца с ножом, один из школьников бросился бежать, а 2 брата оцепенели и покорно пошли за Иртышовым в безлюдное место. Там маньяк напоил их непонятной жидкостью с резким вкусом и запахом, изнасиловал и скрылся. Братья с тяжелыми травмами смогли добраться до дома и рассказали родителям о нападении. Те немедленно обратились в милицию, но задержать педофила по горячим следам стражи порядка не сумели. После нападения в Сосновом парке Иртышов затаился на месяц. Днем он работал официантом, а ночью обслуживал клиентов. Но в феврале 1994 года маньяк пошел на новое преступление. В тот день у Иртышова был выходной, и он пил с самого утра. Захмелев, он отправился гулять по поселку Металлострой и встретил 9-летнего школьника, который шел домой из школы.
Иртышов проследил за мальчиком до дома на Садовой улице, где тот жил, и проскользнул за ним в подъезд. Они вошли в лифт, и когда кабина остановилась на нужном этаже, маньяк напал. Он зажал школьнику нос и рот, а потом вытащил его на лестничную площадку. От удушья мальчик потерял сознание, и Иртышов изнасиловал его, а потом задушил. Позже маньяк признавался, что не планировал убийство, но совершенно не контролировал себя из-за сильного опьянения. В мае 1994 года жертвой насильника стал еще один 9-летний мальчик из Петербурга. Иртышов втерся к нему в доверие и уговорил подняться на чердак одного из домов по Рижскому проспекту, якобы посмотреть на гнезда голубей. Заманив школьника в ловушку, маньяк изнасиловал его и порвал руками промежность. Истекающий кровью мальчик сумел спуститься с чердака, его заметили жильцы дома и вызвали скорую. Врачи спасли его, но ребенок остался инвалидом. Интервалы между преступлениями сокращались. В следующий раз маньяк напал уже через месяц. На этот раз его жертвами стали два школьника 9 и 11 лет, которые гуляли на берегу Невы. Угрожая ножом, Иртышов завел мальчиков в безлюдное место между речным причалом и Володарским мостом и там изнасиловал. Санкт-Петербург охватила настоящая паника. Горожане требовали от милиции как можно быстрее отыскать маньяка и защитить их детей. Но проблема состояла в том, что сыщики понятия не имели, с кем они имеют дело и в каком направлении надо вести поиски. Поскольку жертвами нападений становились исключительно мальчики, следователи предположили, что искать преступника нужно среди петербургских гомосексуалистов, которых проверили в кратчайшие сроки. Но вычислить Иртышова не удалось. А пока милиционеры искали маньяка и выступали по ТВ с призывами соблюдать осторожность, петербуржцы решили действовать сами. Они отпрашивались с работы, чтобы провожать и встречать детей из школы, и старались лишний раз не выпускать их гулять на улицу. Сам Иртышов быстро понял, что в городе на него идет охота, но это не остановило его. В конце сентября 1994 года около одного из домов по Богатырскому проспекту маньяк заметил 15-летнего подростка, тот возвращался из школы и заходил в подъезд. Иртышов зашел вместе со школьником в лифт и, как только закрылись двери, напал на жертву. Он ударил подростка в лицо, но тот не потерял сознание и дал отпор нападавшему. Пока в кабине шла борьба, двери лифта открылись, и школьник, оттолкнув Иртышова, с криками бросился бежать, а встревоженные жильцы дома, услышав шум, стали выходить из квартир. Маньяк испугался и сбежал через черный ход. Но эта неудача настолько возбудила Иртышова, что он сразу же отправился искать новую жертву. 8-летнего мальчика педофил заметил у соседнего подъезда, он даже не подумал о риске быть пойманным возле того места, где только что совершил нападение. Школьник позвонил в домофон, дождался, пока мать откроет дверь, и зашел в подъезд. Проскользнувший следом худощавый незнакомец ребенка не насторожил. Едва кабина тронулась вверх, Иртышов набросился на свою жертву и принялся душить. Он доехал до 15-го этажа, втащил полуживого школьника в подсобное помещение, изнасиловал и разорвал ему промежность. Не успокоившись на этом, маньяк вырвал у ребенка 9 метров кишечника. Бросив внутренности у мусорного бачка, Иртышов забрал с места преступления школьный рюкзак и сбежал. Через некоторое время изуродованный педофилом мальчик очнулся и, несмотря на сильнейший шок, добрался до своей квартиры на 13-м этаже. Обезумевшая от ужаса мать вызвала скорую. Ее сына увезли в клинику педиатрического университета. Там медики бились за жизнь маленького пациента 6 часов и сумели стабилизировать его состояние. Несмотря на страшные увечья, у мальчика был шанс на спасение. Ему потребовалась пересадка искусственного кишечника. Такая операция была возможна лишь в США и стоила огромных денег, но американские специалисты согласились провести операцию бесплатно. Тем не менее, около $500 000 требовалось на перелет, проживание в стране, материалы, лекарства и внутривенное питание. Благодаря неравнодушным людям, узнавшим о трагедии, деньги на спасение жертвы Иртышова удалось собрать в почти невероятный 10-дневный срок. После этого мальчика в сопровождении мамы и бабушки доставили в Питтсбург. За его жизнь врачи боролись 6 лет, ребенок пережил около 30 этапов пересадки искусственного кишечника, но в 2000 году скончался, не дожив до очередной операции. На месте последнего нападения следователи нашли отпечатки пальцев Иртышова. Были опрошены десятки возможных свидетелей, среди которых оказалась девочка, видевшая в тот день маньяка.
Она сообщила, что от странного мужчины пахло популярным в середине 90-х лосьоном «Черный дракон». А 15-летний школьник, сумевший отбиться от Иртышова, помог составить подробный фоторобот. Скоро листовками с портретом маньяка был обклеен весь Санкт-Петербург. Фоторобот также напечатали в газетах и начали регулярно показывать по центральному телевидению, где его и увидел Иртышов. Он понял, что его поймают со дня на день, а потому перекрасил волосы в другой цвет и сбежал в Мурманск, где поселился у своего приятеля. Но тот не выдержал соседства с Иртышовым и месяц спустя выгнал его. Маньяк предположил, что в Санкт-Петербурге шум вокруг его преступлений утих, и вернулся в город. Там он кочевал по квартирам своих любовников, которые в обмен на интимные услуги кормили Иртышова и давали ему карманные деньги. В какой-то момент один из гомосексуалистов, у которых жил Иртышов, заметил у своего гостя окровавленный детский рюкзачок, тот самый, который маньяк забрал с места последнего преступления. Совершенно непонятно, зачем убийца таскал с собой такую улику, но хозяин квартиры заподозрил неладное и обратился в милицию. 28 ноября 1994 года 23-летнего Иртышова задержали в общежитии Кировского завода, где он обосновался у очередного любовника. При обыске оперативники нашли одежду и обувь маньяка, на которой оставались следы крови. В своих преступлениях маньяк долго не сознавался, старательно притворяясь невиновным. Но потом Иртышов решил изменить тактику и стал симулировать невменяемость. Рыдая по поводу и без, он убеждал следователей в своей ненормальности, ведь нормальный человек, по его словам, просто не мог совершать такие преступления. Маньяк просил поместить его пожизненно в психбольницу и там лечить. Тем временем сыщики приступили к очным ставкам. Опознать преступника должны были его малолетние жертвы. Но дети теряли дар речи при виде своего мучителя и бросались за дверь. Это поведение всякий раз фиксировали понятые. О том, кто из представленных к опознанию мужчин является педофилом, жертвы Иртышова говорили своим родственникам, ожидавшим в коридоре. Родителей, как правило, оставляли за дверью. Потому что как только провели первые опознания, стало понятно, что Иртышов до суда может не дожить. Родители бросались на него, как тигры, и ОМОН их еле сдерживал. Что толкнуло его на столь жуткие преступления, Иртышов так и не смог толком объяснить, говорил, что просто захотелось. На вопрос, зачем он вырвал кишечник, педофил отвечал, мол, просто было интересно. Обмануть опытных психиатров маньяку не удалось, его признали вменяемым, и он лишился шансов попасть на принудительное лечение. Как отмечали специалисты, если бы не задержание, Иртышов бы нападал на детей и дальше, а его преступления становились бы лишь страшнее. Мерзавцев много, но этот Иртышов, отпетый, конченый, я бы сказал, объяснял полковник милиции в отставке. Поскольку цинизм и жестокость у него были запредельными, даже в сравнении со всеми остальными, рано или поздно этот человек пришел бы к пониманию, что в живых потерпевших оставлять нельзя. И мы имели бы целую цепочку трупов. А дальше, может быть, преступления, стали бы еще страшнее. Своего суда Иртышов, помещенный в знаменитую петербургскую тюрьму Кресты, ждал долго. Педофилу никак не могли найти адвоката, все юристы, как один, отказывались его защищать. Оперативники узнали, что арестанты задумали устроить над маньяком самосуд при первой же возможности, а потому Иртышова поместили в двухместную камеру с солдатом-дезертиром, съевшим своего сослуживца во время побега. Сам педофил, находясь в камере, продолжал имитировать безумие и забрасывал надзирателей собственными фекалиями. Слушания, которые начались в мае 1996 года, проводились в закрытом режиме, а приговор суда – смертная казнь. Не удивил никого. Но привести его в исполнение не успели. Пока Иртышов забрасывал жалобами все возможные инстанции, в России ввели мораторий на смертную казнь. Поэтому маньяк отправился отбывать пожизненный срок в мордовскую исправительную колонию номер 1, единичку, известную своими суровыми условиями содержания. В колонии педофил находится в камере вместе с другим убийцей. Своего сокамерника, как и тюремщиков, Иртышов изводит нечеловеческими визгами, истеричным хохотом и бесконечными кривляниями. А порой он впадает в апатию и неподвижно сидит, уставившись в одну точку. Поведение арестанта не меняется на протяжении 20 с лишним лет, поэтому руководство колонии не исключает, что педофил действительно сошел с ума. Когда его, Иртышова, задержали, он был признан вменяемым, но время идет, все меняется. Сейчас порой не поймешь даже, что он говорит.
Одно письмо написал Борису Ельцину, другое – Деду Морозу. Из набора слов понятно только «я хочу витаминки». А вообще для таких, как Иртышов, нужны отдельные учреждения. Что думаете об этом вы, зрители нашего канала, напишите в комментариях. А также не забудьте поделиться этим видео в ваших соцсетях, нажать кнопку подписки и колокол для уведомления о новых фильмах. Прошу перейти на другие видео, которые вы сейчас видите в конечных заставках.